Приветствую всех любителей древней истории на канале «Своими глазами». Сегодня наша очередная встреча и немного напомню, о чем мы говорили ранее. В первой серии этого цикла мы внимательно рассмотрели и обсудили с вами конструкцию, архитектуру гробниц храмового типа. А во второй серии мы насладились великолепным качеством обработки камня и сборки так называемой эллинистической башни и удивительному архитектурному инженерному решению, примененному при строительстве башни в Отеркеле. И в этой же серии мы уделили особое внимание так называемым гробницам домового типа. Чем характерны эти гробницы? Тем, что, во-первых, понятна их конструкция, как это делалось, зачем внутри определенные конструктивные решения были сделаны. Ну и во-вторых, они просто находятся в наилучшей сохранности, по крайней мере в моем регионе. Ну а в-третьих, что самое интересное и загадочное, они все абсолютно одинаковы, как будто сделаны одной бригадой, что маловероятно, и скорее всего свидетельствует об появлении каких-то стандартов, какой-то линии, которую мы будем, кстати, наблюдать и в более поздних захоронениях другого типа. В следующих фильмах моего большого цикла про гробницы, встречающиеся на территории Малой Азии, и их классификацию, мы увидим великолепные скальные гробницы. Это будет, наверное, фильма 3, потому что очень трудно объять необъятное. Рассмотрим все их основные виды и удивимся невероятной трудоемкости их изготовления и попробуем разгадать загадку, как же все-таки вырубали в скалах такие огромные помещения за короткий срок. Ну и не менее обширная и интереснейшая тема о саркофагах. Также подробно рассмотрим их назначение, типы и попытаемся их классифицировать. И в конце фильма я объясню, зачем я это делаю. А сегодня у нас на очереди, наверное, самые странные и страшные из монументальных гробниц. Это гробницы с потолком в виде длинного арочного свода или, попросту говоря, сводчатые гробницы. Почти все они расположены на северном побережье Средиземного моря и выглядят примерно одинаково, вот так. То есть мусорная кладка на опус цементициум, то есть на цементный раствор, с так называемыми спойлиями из остатков более древних античных сооружений. То есть на первый взгляд это какая-то посткатастрофная деградация или византийщина во всей своей красе. Объединяет их всех бетонное покрытие сверху. И в наиболее старых из них строителями были совершены две непоправимые ошибки, которые в дальнейшем привели к разрушению многих гробниц. Во-первых, арка сделана из обломков камней на цементе, то есть, грубо говоря, из бетона. И плюс сверху на эту имитацию взгромоздили еще многотонный нашлепку из бетона с целью имитации крыши. То есть, если стены сделаны из больших каменных блоков и настоящая арка также сделана из каменных блоков, они были способны худо-бедно выдержать вот это вот чудовищное нагромождение десятков тонн и успешно это на себе с трудом, но нести. И дело заканчивалось лишь растрескиванием стен от нерасчетной нагрузки, хотя это тоже не камильфо. То полное пренебрежение прочностными характеристиками строительных материалов или полное их незнание всегда приводит вот к такому предсказуемому результату. Вот так обвалилась фейковая арка, она и должна была обвалиться, потому что она не может нести функции передачи веса на свои опоры. Эта особенность проявляется только если арка выполнена из отдельных частей. То есть, грубо говоря, если бы вот эти строители пропилили бы весь свод вдоль своими такими бронзовыми антропогенезными пилами с песочком, то арка бы стала в несколько раз прочнее, и свод бы был неизмеримо крепче и не обвалился бы до сегодняшнего дня. Неимоверной тяжести наверху, и в конце концов здания перестали бы трескаться вдоль и поперек по одним и тем же местам и разрушаться, образуя абсолютно идентичные руины. Я так думаю, что конкурс названия лауреата премии Дарвина продолжался недолго. В конце концов появился знающий человек, который подсказал, что надо бы как-то убрать сверху вот этот вес и максимально облегчить конструкцию. Скорее всего, в Сатрапии был издан указ, ограничивающий высоту и размеры этих строений, сделанных неизвестно из чего.
И люди стали делать более-менее стандартные гробницы с либо полукруглой крышей, либо вот такой треугольной двускатной, ну, которая сверху, скорее всего, могла крыться керамической черепицей. Ну и как вариант ни то ни сё, были еще вот такие гробницы кубического типа, но они также без большого количества цемента сверху. И обратите внимание, предписанный стиль до сих пор соблюдается в этой местности. Это, конечно, шутка, но в пользу какого-то указа говорит стандартизация внутреннего убранства этих гробниц, помимо еще и внешнего стандарта. И если так называемые гипосории, хранилища для освободившихся от плоти костей, еще были произвольной формы, то клине, на которых покоились покойники, они стали все одинаковые, как будто их делали на одной фабрике. То есть все эти гробницы имеют 3 вот таких вот погребальных ложа. Длиной они примерно где-то 2,20-2,30. Почему-то они глубокие, в отличие от более элитных и больших гробниц домового типа. Но явно здесь не предусматривалось какое-то перекрытие, чтобы закрыть трупы крышками. Ну и опоры снизу вряд ли бы выдержали пилоны вот эти, на которых они лежат. Поэтому это чисто было сделано только для размещения, чтобы их вот через эти вот дырочки ели все, кому не лень. А потом чисто обглоданные опарышами, шершнями и ежиками кости складывались в эту емкость под названием гипосорий, что означает нижнее пространство. Ну а мы давайте пройдем в следующую гробницу и осмотрим, как же она устроена изнутри, похоже или нет. Вот здесь тоже прямо отлично сохранившаяся. Прямо исключительно хорошо. Что там внутри, не знаю. Увидим позднее. Так как высоко. Вот здесь была пробита стенка, видимо, для уже тех, кто здесь жил позднее. Но вот эти вот подтеки смоляные, мне они почему-то вот не кажутся дымными. Может, это то, что сочилось с трупов с этих. Здесь вот покруче. Видите? То есть здесь использована облицовка, обработанная троянкой. Видите, она не облазит. Это вот действительно троянка. Нету здесь облезлых следов отваливания, как будто штукатурка. Вот это троянка. Качество и выполнение здесь уже другого класса. Внутри клине. Прям такие большие. Но тут даже кто-то ест. Беглые прячутся, видимо. Я уж не буду говорить, что это духи питаются там из одноразовой посуды. Вот так вот эти клины сверху выглядят. И все это все хуже и хуже. Вот классическая
сводчатая гробница в разрезе. Прям передняя стенка вся вынесена. И видно все, как все ее устройство. Но, опять же, говорю, масса вариантов. Но вот это вот как бы классика. Такие ваннообразные клине. И вот то, что появилось уже в поздние времена римские, это огораживание. Тут вот есть очень интересная одна гробница. Она в полных 2 этажа. Причем у нее очень интересная арка сверху, двойная, сделана. Видимо, для красоты. Вход был сзади, здесь была стена впереди, естественно, которую разобрали на другие могилы. Вот. А здесь вот это было клины у стенки. Там пробиты были уже, это, скорее всего, позднее эти окна. Покойникам они были не нужны. А вот такой вот интересный свод. Все это загорожено и огорожено. Но обратите внимание, на какой базе это все стоит. Здесь мощные блоки. Ну и здесь также, видите. Тут вообще жилое помещение. Ну вот это античные двери. И тут прямо уже такое все с переходами с одного в другое. Целый такой город мертвых. Но обратите внимание, этот раствор, как будто его делали вчера. Невероятно. Ну, чтобы сделать наши наблюдения более системными и достоверными, мы решили поехать и посетить еще пару небольших некрополей, расположенных в соседних с Илоусой-Сибаста древних городах. И вот какую древность мы обнаружили прямо на входе в один из некрополей. Посмотрите, почти необработанные камни. Я даже боюсь представить себе, сколько лет этой могиле. Она сделана из грубо обработанных камней, причем внизу тоже она собрана из таких вот неровных булыжников. И они слегка подогнаны друг к другу так весьма условно. То есть бросается в глаза явное отсутствие каких-либо инструментов, кроме других булыжников при ее изготовлении. Лютая древность, одним словом. Ну, идем посмотрим, что там дальше. Здесь обломки саркофага, неизвестно тоже какого века. И вдали вот наша стандартная классическая сводчатая гробница. Сразу отвечу, зачем мы поехали смотреть некрополи в других городах. Это для того, чтобы понять, был ли этот указ издан по всему королевству Оба, или он был сугубо местным, чисто на территории города Илауса-Сибаста. И мы увидели, что в городе Канителис, это в 15 километрах от Илаусы, строили по абсолютно такому же стандарту, с использованием того же самого невероятно прочного цементного раствора под названием Opus Cementitium, который обладает уникальной способностью самовосстанавливаться при возникновении трещин. Это открытие было сделано совсем недавно японскими учеными, и они наконец смогли повторить состав и структуру этого римского цемента. Секрет оказался в добавлении частиц негашенной извести в определенной пропорции в момент замешивания раствора. Частички гашенной извести не успевали полностью прореагировать от влаги в растворе и оставались как бы законсервированы. При возникновении трещин вода попадала на эти частицы, они снова начинали реагировать и выделяя при этом кальций-О, оксид кальция, то есть обычную гашенную известь. И продукты этой реакции как бы
выходят в трещину и запечатывают ее снова намертво. И тут мое внимание привлекло такое неожиданное сочетание. То есть алтарь и рядом такая небольшая гробница, она называется циста. И я понял, что я видел такую картину вот буквально час назад в некрополе Илаусу-Сибаста. То есть сводчатая гробница, рядом с ней циста и алтарь. Такие совпадения часто бывают не случайными, и поэтому мы решили поехать назад, заехав по пути в еще один небольшой некрополь неподалеку от Илаусы. И вуаля, память меня не подвела в очередной раз. Правда, вместо сводчатой гробницы здесь стоит вполне такой приличный саркофаг дорогой, и рядом с ним, опять же, алтарь и циста. Как говорят историки, в таких цистах хоронили рабов умершего хозяина, дабы они продолжали прислуживать ему уже в загробном мире. И рядом с этим саркофагом сохранилось аж целых два таких захоронения. И продолжая обследовать некрополь, я нашел еще несколько цист самого разного размера и конфигурации. Все они, как правило, были расположены за основными захоронениями, то есть, так сказать, на заднем дворе. И этот сам факт захоронения рабов подле своих хозяев потряс меня до глубины души. То есть даже смерть не приносила рабам свободу. И теперь понятна мотивация восставших рабов, не желающих сдаваться и предпочитающих умереть в бою. Они хотели попасть в загробный мир свободными людьми и не быть рабами еще и на том свете. Вот еще одна циста несколько другой формы. Она с треугольным скатом наверху, а внутри, естественно, никаких ровных полов. Тело умершего раба просто клали на какую-нибудь относительно ровную скалу и строили вокруг него из подручных булыжников на растворе последнее место обитания его души, больше похожее на собачью будку, чем на могилу. И в конце здесь обнаружилась могила, но эта могила уже явно не раба, потому что здесь она гораздо больше, у нее есть вход из античного портала, правда, не полный, но все же. Внутри, конечно, нет ни клине, ничего, пустая она. И, скорее всего, она просто принадлежала какой-то относительно небогатой семье. И она точно такая же сводчатая, как и все остальные, только меньше. Ну а теперь о третьем некрополе, который добавил к нашему пониманию этого мира еще кое-что. Расположен этот некрополь рядом с фантастически интересным и красивым местом с незатейливым названием Топинак, что в переводе с турецкого означает «храм». Но так как среди историков любое непонятное строение всегда называется храмом, то мы не рискнем классифицировать его как какое-то культовое сооружение, потому что он трижды перестраивался. То есть здесь на базе античного фундамента с великолепным подземельем с мраморными полами римлянами была предпринята попытка его посткатастрофного восстановления путем заливки сверху бетонного саркофага и повторная укладка на него уцелевших плит пола. Ну а впоследствии храм окончательно добили ранние христиане византийские и вездесущие армяне, которые перестроили его сначала в базилику, а потом в завод по производству оливкового масла. Ну и уже ближе к нашему времени храм был окончательно растащен на стройматериалы. Прошу прощения за уход от темы, но не показать это красивейшее место было просто бы грешно. Итак, некрополь. Этот некрополь несколько отличается от осмотренных нами ранее, прежде всего тем, что здесь присутствуют две очень интересные гробницы. Одна похожа на гробницу домового типа, которую мы рассматривали в предыдущем фильме, но с доделками и переделками римской эпохи. А вторая – это гораздо интересней. Если обратить внимание только на нижнюю часть, то здесь очевидно совершенно другое конструктивное решение, так называемая эдикула. Это такое захоронение, где саркофаг ставился вовнутрь и не было передней стенки, и не было клине. А вот этот саркофаг, который сверху, это уже туристический аттракцион, созданный реставраторами уже в наше время, и это определяется по подтекам раствора жидкого по бокам реставрированного сооружения.
На римских сооружениях не бывает таких вот подтеков по той самой причине, по которой я рассказывал. Не должно быть избытка воды в растворе, и он всегда густой, как вот здесь вот наверху, такими прямо нашлепками густыми. Поэтому обращаем внимание только на нижнюю часть, которая была собрана из больших блоков и которая, очевидно, не пересобиралась. То есть в исходном варианте это были полноценные стены из больших античных блоков и полноценная блочная арка, которая и по сей день показывает, что ее прочность достаточно, чтобы выдержать все это тяжеленное нагромождение сверху. И по идее этот саркофаг, который сгромоздили наверх подъемным краном, должен стоять внутри. И все вместе в ансамбле должно выглядеть вот так. Это такая же могила, но только в Кибире. А Кибира– это бывшая Ликия. А в Ликии также любили еще и ставить саркофаги на высокие помосты. Вы спросите, откуда здесь ликийские могилы? Ну, это довольно просто объясняется. При колонизации и основании каких-то новых городов всегда по всей занимаемой территории объявлялся набор колонистов, которым давались кое-какие преференции, подъемные деньги для того, чтобы они могли нормально обосноваться на новом месте. Этому есть масса письменных доказательств, и где-то после Троянской войны на побережье Средиземного моря бывшими ветеранами и героями Троянской войны была основана целая серия крупных городов. Как пример могу привести город Перге, который был основан Мопсом и Калхасом, а где-то примерно в 80 километрах от Мерсина, напротив города Аданы, Мопс и Амфилох основали город Магарсус, где они потом передрались и убили друг друга за право владения этим городом. Так что присутствие ликийца на территории Киликии вполне объяснимо, как и объяснимо его желание быть похороненным по своим обычаям. Поэтому я уже как-то не очень-то склонен утверждать, что это выдумка реставраторов. Скорее всего, при раскопках были обнаружены какие-то данные, намекающие на принадлежность к ликийской культуре, и они постарались как-то восстановить максимально приближенно к оригиналу. Но само наличие этой могилы и еще вот таких вот остатков фундаментов, причем с угловыми камнями, с выборкой в боковых стенках для более легкой подгонки в ноль краев блоков друг к другу, а блоки размером совсем не слабым, примерно 1,5 метра на 70 на 50. Тут явно античный дух, античкой пахнет. Размер строения довольно небольшой, что в принципе похоже и действительно на бывшее захоронение, но все равно это лютая древность, и естественно они были совсем другой конструкции. Вот здесь вот этот угловой камень вообще сделан с выборкой внутри для лучшего сцепления со стеной. То есть тут говорить не надо, и так видно, что кладка была безрастворная, и это было сделано, ну, третий-четвертый век до нашей эры однозначно. И наверняка даже раньше, потому что мне кажется, что это фундамент полигонального здания. Чрезвычайно интересное место. На таком малом участке столько много информации сохранилось. Ну и снова здравствуйте. Стандартная типовая могила начала смены эпох. Она сделана довольно аккуратно, из старых античных блоков, видимо, разрубленных на несколько частей, вернее, она ими облицована. И чувствую, как мертвые шепчут мне: проверь фундамент. Придется проверить, чтобы не обидеть их. А пока давайте проверим, все ли стандарты соблюдены. Да, размеры такие же, клине точно такие же глубокие, 3 штуки. Одна поперек, другая по краям. Сделано все из камней раствора. На цементном растворе. Свод вообще собран из какого-то мусора. Может быть, он уже один раз обваливался, и его чинили. И да, именно вот так выглядит копоть от костров. Она не блестит и не выглядит, как какая-то застывшая смола. Ну и давайте же осмотрим фундамент. А фундамент здесь совсем другого типа. Здесь явно просматриваются большие мегалиты, подогнанные в ноль. И да, вот эта вот облицовка, она обработана троянкой.
То есть она более древняя, чем само строение. Спасибо за совет. Можно закругляться и переходить к выводам. Монументальные гробницы с цилиндрическим сводчатым потолком являются одним из самых распространенных на территории Малой Азии. Однако есть нюансы. Более древние, они сделаны гораздо прочнее, из цельных известковых блоков довольно крупного размера и, как правило, выполнены более качественно и без применения цементного раствора. В какой-то период, примерно во втором или первом веке до нашей эры, то есть в начале самом установления римского владычества, произошло нечто, что привело к полной утрате технологий и знаний. Может быть, эта катастрофа случилась и раньше, а при римлянах произошло лишь повторное заселение этих территорий. Лично я склоняюсь к цунами, так как именно вдоль побережья Средиземного моря, начиная от Антиохии от Грагум до колоссального некрополя Анимуриума и всех прибрежных городов вокруг Илаусы-Сибаста, и расположена основная масса захоронений такого типа. Гробницы с цилиндрическим арочным сводом вполне себе заслуживают выделения в отдельный класс ввиду своей многочисленности, конструктивной идентичности и, честно говоря, убожества. Но ответ на вопрос, почему я занялся этими исследованиями, этой классификацией гробниц, ну и других руин, я решил перенести на заключительный итоговый фильм моего исследования, так как после записи он почти сравнялся с самим фильмом. Слишком много накопилось и слишком много нужно сказать, поэтому публиковать его вместе с фильмом – это неразумно. Тут надо смотреть либо одно, либо другое. Поэтому разрешите на этом закончить серию про гробницы с цилиндрическим сводчатым потолком и поздравить вас с наступающим Новым годом. Пусть вот этот настоящий Дед Мороз принесет в ваш дом счастье, мир и благополучие. А Зевс даст силы и терпение. Merry Christmas!